Мой девиз – не волноваться, а волновать. Мерлин Монро. Приветствую всех на нашем канале Гильдии Рассказчиков. Сегодня мы вместе с Максом будем демонстрировать вам наши колоды. А именно сейчас будем демонстрировать колоду Макса, колоду на феях. Это достаточно интересная колода. Я думаю, что Максим сам сейчас более детально и подробно о ней расскажет. Приветствую, дорогие друзья! Колода, представленная на феях, имеет из существ только феи все различных цветов. Нет, не все, по-моему, там красных нет. И Если не ошибаюсь, события, там нет конечно же, для фей. Там нет еще феи, которая нейтральные, то есть за... Знаешь, Да-да, там феи только водная фея, лесная фея и песчаная фея. то есть там только 9 существ? Вот и нашелся наш первый противник. Пендаулу или как-то так. По-моему, он у меня есть в друзьях. Просто я только что, когда я заходил, чтобы следить за тобой, я мог выбрать и следить за ним. Так, у нас есть сразу фея, объятие чащи и улыбка Ионы. В принципе, можно все это оставлять. Начнем мы, конечно, с расстановки феи. Зеленая фея под объятиями чащи будет выглядеть весьма серьезно, особенно после того, как нам в руку придет событие и сработает способность фейки, и она бафнется. Пока противник вроде ничем нам не угрожает. Но там может быть какой-нибудь унизительный взор или приказ императора, который фею уничтожает, если она 1-1, поэтому я положил баф. То есть ты в этой колоде ставишь только 6 особых земель и все? Или ты более активно развиваешь Так земли на здесь поле боя? больше земли не нужны, поскольку феи летают. Да, я И понимаю, просто поэтому я и спрашиваю, ты ставишь только 6 или ты потом в дальнейшем тоже их... Ну, то я есть... ставлю только 6. Построим мы, пожалуй, воду для габрианских чар. Тогда фея станет невероятно сильной, особенно с объятиями чаще. Главное не нарваться на лягушение. Ох. Так, мы, наверное, отсюда улетаем. Нас не устраивает битва с Шарой, поскольку Шара будет игнорировать урон, но при этом успешно его раздавать. Тогда давайте построим и желтую землю для улыбки Ионы. А у тебя в этой колоде есть удушающие пески или, может, кошмары? Нет, кошмаров нет. Я говорю, колода только на феях, на событиях различных бафов. 8-7. Ух ты! Ух ты! Давайте мы построим второй песок. Здесь полетим собирать, а здесь построим песок. Какая у тебя Есть у нас фея. зеленые феи только в руке и на поле боя? Ну, одну мы поставим, я думаю. Здесь поставим пустую землю для того, чтобы противник не поставил там свою. Отошел. Хорошо.
потому что сражаться с шарой желания у меня нет. А как ты планируешь ее законтролить? Я планирую просто, возможно, разбить его по другому флангу. Так. Ну, полетим вперед, я думаю. Возьмем карту. Мгм. Не хочется играть пока еще одно бьете чаще, потому что, может быть, будет лягушение. Да, так и есть. Вполне ожидаемо. Welcome to my court. Магду, наверное, стоит как-то нейтрализовать пораньше. Я пока не вижу, каким образом. Я пока могу только убрать 2-1 с помощью приказа императора. Перемещений у меня здесь тоже нет. Возьмем еще карты. Есть и синяя фея. Я выставлю все. Какая у тебя армия из 1-1? Я могу их прямо сейчас все превратить в что-то более серьезное. Каким образом? Ну, например, на желтую фейку положим танец шамана и габрианскими чарами выровняем. Тогда у нее будет... Нет. Только она получает +3, +1. А синяя +2, +2. Ну да, можно это сделать. Ага, пришла еще одна фея. Я ожидал событий увидеть здесь. Отходит противник своей шарой. Пойдут легендарки. Так, мы можем, в принципе, могли бы попробовать удариться 3-3 в дальнейшем об шару. Ну, шару это в любом случае не уничтожает, а 4 здоровья это еще много здоровья, это нужно будет еще дважды, так получается, удариться. Да, это так. Целесообразно ли это? Не знаю. Он сейчас просто шарой может фейку достаточно сильную забрать 8-6, а мне бы этого не хотелось. Давайте здесь подлетим поближе для того, чтобы забрать Магду. Здесь разобьем насмешку, чтобы ману лишний раз не собирали.
Здесь тоже поближе, здесь поближе, и здесь еще одну фейку. Ух ты. Одни феи приходят, хотя больше здесь событий, чем существ. Это обидно, но ожидаемо. Все-таки против шара эта колода уязвима очень, потому что нечем просто забирать шару. Да, противник играет сильно против тебя. Какого он ранга? Напомни, пожалуйста. Он прокачал мою фейку для того, чтобы я не смог по шаре ударить. Он 13 ранга. Тринадцатый ранг. Ага, тут еще и явление Рунин лежит. Эх, если бы эта Ива не умирала об шару, было бы хорошо. А у тебя здесь нет обучения Халима там? Нет. Ну, будем... А, я уже подлетел, он не может. Я даже не знаю, что мне может прийти, что мне может помочь. Еще одна фея. Ну, руку ты действительно очень активно прокручиваешь колоду. В руке у тебя карты не застаиваются, а в колоде у тебя осталось не так уже и много карт. Колода дешевая и активно может собирать феерии из колодца. Потому что существа со штурмом и летают. Ах, ну все, с таким вот, с насмешкой я буду просто разбиваться об него бесплатно, потому что шара игнорирует весь урон, который выше, чем 4. Выше, чем 3. Выше, чем 3, да. Но у меня вот есть целых 2 раза ударить шару возможность. Ну попробуем побороться, я пока не буду сдаваться. Будем брать карты. Кайон разбивает 3-3 или... Не знаю. Там еще должны быть приказы императора. Можно приказом попробовать шару немножко слить. Ух. О, по-моему, очень... Унизительный взор. Прекрасно. По-моему, ты нашел решение всех своих проблем. По-моему, так и есть. Раз. Я не знаю, сделать ли так, чтобы фейка выжила. 4 ей дать. Я бы сделал так. А, ты за эту фейку. Ну и так и то, и то же. Достает. Давай, эта фейка посильнее будет. Я сейчас прекращу наблюдение за тобой и для нас посмотрим, что у нашего соперника
Ага, он не в сети, я не могу зайти посмотреть, что у него за карта в руке. Значит, он вышел. Как только я нашел, как разобраться с шарой, Но так противник дело в том, что он вышел. вышел до того, как ты использовал. Что я заметил, что он вышел до того момента, как ты... До того, как я унизительный взор использовал на шару. Да. Да нет, почему ты решил, что он По-моему, вышел? как раз в этот момент. Нет, он вышел до. Буквально там несколько секунд, но точно до. Он бы не успел выйти так быстро, как только ты использовал. Почему, Ну, как кстати? раз По перед идее... выходом он сказал фразу «святые яйки». Нет, это как он сказал еще давно, ты даже руку не взял еще того, ту карту. Почему, кстати? Если же он не в сети, возможно, у него просто проблемы с интернетом, поэтому я тоже не могу зайти посмотреть, что у него в руке. Да, может, он просто закрыл игру. Может быть, Ну, в общем... действительно проблемы с интернетом. Я не могу этого знать. И мы видим, что Шара составила определенные проблемы для колоды, но тем не менее унизительный взор помог их решить. В дальнейшем, думаю, у нас бы не было проблем по розыгрышу. Перейдем к следующему поединку. Колода очень интересная, слаженная, спокойная. Для твоего... Для твоей информации, у твоего соперника предыдущего уровень 1919. Хорошо. У меня 713 уровень, но я очень редко играю сейчас. Нашелся нам еще один противник. Пикл или Пики, его ник. В колоду сразу приходит целая куча событий, но мы поищем именно фей. Феи нам не приходят, зато приходит улыбка Иона. Улыбка Иона здесь как раз нужна именно для того, чтобы вытаскивать летающих существ, а других у нас и нет. Но иметь колоду с 9 существами всего-навсего это не сильно надежно на самом деле, ты так не считаешь? Но сейчас мы проверим, сколько побед сумеет дать нам. Синие феи нам пришли. Генерать пока их не получится. Колода на яках, судя по всему, у противника. Ну, раз мы уже ушли в синие, то будем ставить синие феи. Достаточно быстро и активно соперник подбирается к Но видишь, он твоему поставил лицу. всего 2 особые земли, а все остальные пустые. Да, это ускорило его. Здесь может быть еще проблема в том, что у него могут быть и гневы, и всплески. Скорее всего, сейчас мы их и увидим.
У меня такое подозрение. Не знаю, у него колода, видишь, с синим яком в том числе. Я не думаю, что здесь колода какая-то типичного красного настроения. Тут все-таки речь идет о яках, и при этом он очень странно их играет. Спешка буквально проигнорирована была им, ну только один играет свою спешку действительно в... О, сразу минус 2 фейки. Классно. Я так понял, он меня убьет, даже если я не буду вступать с ним в бой. К сожалению, я пока не вижу варианта розыгрыша какого-то хорошего. Да, здесь... Противник действительно ему еще раз так сыграть, как он только что сделал. Я при помощи голода там или же разносчика чумы и в принципе все. Ну ладно, я не буду уже сдаваться. Ты. Я не уверен, что было целесообразно использовать габрианские чары на 1-1. Но я хотел, чтобы фейка бафнулся, чтобы он ее опять просто так не забрал. Да, он ее вроде не забрал, но ладно. Что ж, это было очень быстро. Тоже. Колода на яках с таким немножко мазохистским уклоном, яки получают урон, и противник получает урон, обыграла феек. Но я думаю, это за счет того, что он очень быстро развился. Если бы мне удалось чуть раньше получить существа, я думаю, я бы смог законтрить его яка красного и не получал бы столько урона. Поищем нашего третьего оппонента. А тем временем, друзья, не забывайте нас поддержать лайком, комментарием, ну и подпиской, конечно. Артем, у тебя нет похожей колоды на феях? Нет, я феи как-то эту карту я пока на данный момент еще не обыгрывал. Так, чтобы сделать на этом целую колоду, да, и на самом деле я вообще не уверен, что у меня есть хоть одна колода, в которой будет хоть одна фея. Есть наш противник. JTD. Ты с ним знаком? Я не помню, возможно, я и играл с ним, но прям так не могу сказать, что ник мне знаком. Противник у нас на 10 ранге. Явление рунин красиво смотрится. Я, наверное, оставлю все, и фей, и рунин. Начнем мы с зеленой феи, продолжим рунин. Или... Я надеюсь, это не раш.
А почему тебе будет тяжело сыграть против Раша этой колодой? Не знаю, но с Рашами всегда играть неприятно. Фейку мы отправим на противоположный колодец. Смотрим, что здесь у нас лежит. Вау! Кадама, это классно. Вау, какая карта прекрасная. Как раз на следующий ход мы ставим либо воду, либо песок и можем играть Кадам. Я думаю, песок, потому что нам из желтых карт может еще прийти улыбка Ионы. Есть баф. А теперь можно подумать и над водой, так как есть у нас габрианские чары. Думаю, да. Думаю, будем строить воду. Не боишься получить последний кошмар? Ну так, что мне теперь, когда мы не выставлять? Ох, мехи, это противная гадость. Отвратительная. Да, не особо похоже на то, что у него именно на мехах колода. Просто желто-красная. Мне кажется, у мехов не должно быть в колоде этих исследователей, и ведущий сквозь туман тоже там ни к чему. Ну, то есть, как бы можно, но зачем? Вспоминаем, что Кадама не умеет собирать фейри. Наверное, займем позицию фейкой так более-менее по центру. Или даже подлетим на одну выше, чтобы, если что, с помощью габрианских чар кого-нибудь разбить, а Кадамой улететь в лицо. Ух ты! Габрианские чары уже так не помогают, да и заблокирована фейс становится. Почему заблокировано? Я не могу долететь ей до 6-4. Ага. Я бы хотел 6-4 убить. Ты не хочешь, может, поставить две пустые и пойти в лицо просто-напросто? Хочу. Но 3-3 все равно надо забрать. Да, зачем? Ну, то есть, у тебя на следующий ход будет летал, судя по всему, у него нет кошмара, который мог бы забрать твоего Кадаму, так что... 10. Ну смотри, у него два существа, которые имеют по 6 атаки. Да, но тебе станет шамана, и 3-3 ты можешь убить при помощи наставления руны. Хорошо, попробуем спасти. Интересно, найдет ли что-то противник в ответ.
2 единицы урона вполне можно найти. Ах, чуть-чуть ему не хватило. Но мне засчитали более сильного противника и победу. Так, это был у нас уже 3-й поединок, поэтому на этом обзор колоды мы завершаем. 2 победы, 1 поражение. Колода очень-очень хороша. Да, колода себя хорошо показала. Как видим, единственное, что очень некомфортно получать этой колоде в противниках, это шару. А так, в принципе, она достаточно быстрая, проворная, мобильная, сильная. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч!